Привет, дорогие друзья! Ну вот обещанное видео касательно того, на что идет администрация Петра Алексеевича Порошенко для достижения своих целей. Цель одна – заткнуть шария перед выборами, потому что до выборов остались считанные месяцы, а то, что делает шарий, это реально вызывает серьезную обеспокоенность у администрации президента. И они начинают действовать, ну вы знаете, одним способом. Пытались там замазать, дурачка там привлекали из России, не получилось. Другим способом, там что-то пытались там возбуждать, но не возбуждается ничего, потому что шарий ничего не нарушает, никакого законодательства. Но шарий наносит урон. То есть начинает там говорить касательно розжига межнациональной, межконфессионной розни, выводит на чистую воду таких консулов, как Марущинец, да, осуждает там нападение на ромов, тут сюда 5-10. И тогда они идут на следующий шаг. Они говорят, что это шарий как раз таки эту рознь и разжигает. Да-да, межнациональную, межрелигиозную, межконфессиональную и даже к инвалидам, по отношению к инвалидам. Это все шарий. И они делают некое постановление суда. Хотели сделать это по-тихому, да всплыла тема. Я зачитываю. Печерский районный суд города Киева именем Украины. 12 июля 2018 года следственный судья Печерского районного суда города Киева Цокол при секретаре Захарченко, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда ходатайство целого начальника 4-го отдела Главного следственного управления Национальной полиции Украины, подполковника полиции Киричек, о временном доступе к вещам и документам. Начальник 4-го отдела Главного следственного управления Национальной полиции Украины, подполковник Киричек, рассмотрев материал уголовного производства, внесенного в единый реестр досудебных расследований, по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенные организованной группой лиц, сведения о котором внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161, обратился к следственному судье с ходатайством, согласованным прокурором отдела Генеральной прокуратуры Украины Дергуновым о временном доступе к вещам и документам. То есть вы понимаете, какого рода личности заняты в этом процессе. Да? Целый начальник управления, Главное следственное управление полиции, пока Аваков расслабляется там где-то в Швейцарии или откуда там он постит фоточки, вот они работают. Они работают, потому что раскрыты уже, вы просто не знаете, раскрыты уже все убийства заказные журналистов, все нападения на журналистов уже тоже раскрыты, расследованы, уже переданы в суд. Теперь дело вот за этим, за малым. Вывести на чистую воду целую группу людей, которые разжигают межрелигиозную рознь, ненависть к инвалидам и так далее. Вы спросите, при чем тут шарий? Вы подождите. Орган досудебного расследования указывает, что начиная с 2018 года, организованная группа лиц с использованием Всемирной информационной системы общего доступа интернет совершает умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести, достоинства и оскорбления чувств граждан путем распространения сообщений в социальных интернет-сетях, содержащие призывы к нарушению равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений, используя специально созданные учетные записи пользователей с целью воздействия на сознание граждан и формирования Оперативным подразделением на основании доверенности проведен обзор социальных интернет-сетей с целью выявления и фиксации сообщений, содержащих призывы к нарушению равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам, по результатам которого установлено содержание сообщений, учетной записи пользователей, бла-бла-бла. Ну, они не приводят здесь примеры, к примеру, да, потому что, ну, зачем это надо? Дело не в этом. И судью я даже не обвиняю, и даже суд, потому что это конвейер, и национальная полиция приносит им там постановление, и там чикс, все, сделано. Тут я обвиняю национальную полицию, конечно же, подчиненных Авакова, потому что именно они двигают эту тему. Именно они в связке с администрацией президента, почему администрация президента, я объясню чуть позже, двигают вот эту вот тему.
Я читаю дальше. В ходе досудебного расследования проведен осмотр веб-ресурсов, по результатам которого установлены 4 публикации в социальной интернет-сети Tumblr, содержащие разжигание национальной вражды и ненависти. Я никогда в жизни не был зарегистрирован в социальной сети Tumblr. Я ни одного сообщения в жизни там не написал. Но ведь это не важно, правда? Это не важно. Самое главное — создать иллюзию расследования. Мы расследуем, посмотрите-ка, мы уже вот тут вот выявили целую группу. Мне понравилось, что с 2018 года действует целая группа. С целью установления события уголовного преступления, времени, места, способа и других обстоятельств совершения уголовного правонарушения, лиц, осуществлявших регистрацию учетных записей и действовавших по предварительному сговору с другими соучастниками преступления для распространения сообщений в сети интернет, им нужно получить доступ к документам, которые содержатся во владении дочерней компании YouTube, расположенной по адресу в штате Калифорния, США. Постановил разрешить начальнику 4-го отдела Главного следственного управления Национальной полиции Киричику Владимиру Николаевичу на обращение с запросом об оказании международной правовой помощи в уголовном производстве с временным доступом туда-то и для того, чтобы получить копии. То есть судья дала разрешение вот этому вот начальнику целому там какого-то отдела Главного следственного управления, который занят этим делом, которое очень тихое дело, очень секретно. Они не хотят, чтобы это дело где-то светилось. Объясню, я все объясню, почему это делается. Да? Постановление ему, разрешили обратиться в Google для предоставления этой информации. Ну, как Google к этому относится? Смотрит, официальная там бумага пришла, да, надо предоставить информацию. А теперь давайте посмотрим, что их интересует. Данные, которые были использованы при регистрации, в частности, почтовый адрес, номер мобильного телефона, IP-адрес, имя и фамилия, а также изменение этих данных. Данные об устройствах, которые используются, и информацию о них, их тип, операционную систему, веб-браузер, версия аппаратного программного обеспечения, имена и типы приложений файлов, название мобильного оператора или провайдера, а также о базовых станциях GSM, контакты из адресной книги, журнала вызова или СМС, язык, часовой пояс, номер мобильного телефона, IP-адрес, скорость соединения, информация о других устройствах, расположенных вблизи или входящих в сеть пользователя. Данные из файлов куки, хранящиеся на устройстве, в том числе идентификаторы и настройки файлов куки. Данные о местонахождении GPS, а также текущее местонахождение, место жительства, способ использования камеры, дату, время и место, где был сделан снимок. Данные, полученные в результате технологии распознания лиц, учета подключения устройств, информация о ближайших точках доступа Wi-Fi. То есть они запрашивают информацию о физическом местоположении. И как вы думаете, для чего же им нужно это? То есть они бы могли обратиться с каким-то официальным запросом там, к Евросоюзу, да, там, еще куда-то, там, если у них что-то на самом деле есть. Но они делают фуфловое уголовное дело, в котором много-много-много каких-то там соучастников. Сейчас мы разберемся с соучастниками. Давайте сразу же начнем разбираться. То есть, во-первых, при чем здесь я, спросите вы? Здесь нигде моей фамилии нет. Нет. Но там есть список YouTube каналов. И, удивительно, первый мой. Давайте посмотрим, что за YouTube каналы входили в эту преступную организацию. Так, этот канал уже не существует. Этот канал, тут вообще нет никакого видео. Этот канал тоже не существует. Вот этот вот существует. И что тут? Что ты выберешь? 5 мистических ловушек, игрушки какие-то, мультфильмы. Красная машина называется. И вот следующее. Опять какой-то школьник. 2 школьника не поделили скины, какие-то игрушки тоже, какие-то школьники. Следующий. Здесь ценители песен. Люба, братцы, Люба, кубанский казачий хор, когда мы были на войне. Следующий. Чебурашку жгут в Ереване. Снег, снег. Пожар на стадионе в Кишиневе. Ни о чем. Не так, дальше. Здесь какой-то монах, по всей видимости, потому что звоны вот здесь вот. Киево-Печерская лавра, монастырь, ну какой-то верующий, по всей видимости, человек. Следующий человек, вот Анатолий Батькович. Судя по понравившимся видео,
остались дома одни, кто к нам приехал. Здесь тоже какой-то ребенок, скорее всего. Следующий мультпесня. Мультпесня, музня, понятно. Следующий, здесь ребенок какой-то, единственное видео. Это ребенок играет, по всей видимости, свой. Дело в том, что там все каналы такие. Все каналы вот такого вот уровня. Но им не эти каналы нужны. Они вставили туда единственный канал, который их интересует. Вставили первым для того, чтобы, не дай бог, американцы не пропустили, да? И решили воспользоваться тем, что американская компания Google уже предоставляла такого рода информацию по делу Ефремова, к примеру. Они решили втулить им эту историю, не объясняя, что к чему, выдумав уголовное дело, там, выдумав каких-то там целую организованную группу, которая где-то преследует кого-то. Вообще ребята, конечно же, циничные, то есть циничные твари. Потому что я-то как раз таки и борюсь с этими вещами, такими как нацизм, шовинизм, антисемитизм, да, преследование кого-то на религиозной почве. Там. Они сделали так, чтобы повернуть это все. Это он и делает. Вот это Шари делает. Конечно же, всем тем, кто знаком с моим творчеством, ну это смешно, да, как минимум. А они думают, что американцы в это нырнут. Смотрите, создано какое-то преступное сообщество, что-то там делает. Видите, мы серьезные лица предоставляют этот вот запрос. Они не думали, что это выплывет на свет. Им это по-тихому надо сделать. По-тихому, для того, чтобы узнать мое местоположение. Ой, для чего? Для чего по-тихому узнавать местоположение человека? Догадываюсь. Это не первая такая попытка. До этого со мной связывался некий человек, я сейчас ничего показываю, покажу просто фотографии, да, кому надо, тот поймет. Связывался некий человек, и он предложил мне обмениваться информацией. Таким образом, я создаю почту, пишу туда что-то в черновике, и он мне потом отвечает, я ему даю от этой почты ключ, он заходит, да. И мы, конечно, поотвечали, но он потерялся, потому что ему не понравилось место, откуда мы выходили на связь. Потому что выходили мы из охраняемого университета в одной из стран Западной Европы. Им не понравилось, потому что туда они не сунутся. И вот вторая попытка. Надо каким-то образом узнать, где физически находится Шари. Эти ребята настолько наглые в своей наглости, настолько при этом тупые, что наглее и тупее, наверное, в истории Украины еще не было. В современной истории так точно. Потому что они подтягивают Генеральную прокуратуру, нацполицию и задействуют суд для того, чтобы узнать, где же этот Шари живет. И как же нам его, и как же. Вот так, можете приехать, я могу сообщить свой адрес, если интересует это Генеральную прокуратуру, они могут у меня прям запросить. Я им могу сообщить адрес, место, когда я их буду ждать. Они могут приехать и полизать мне ботинки, к примеру. Помыть мою машину могут. Ну почему нет? Накачать мне колеса. Могут помыть пол в моей квартире, если им так сильно хочется. Теперь, почему это делает администрация президента? Национальная полиция — это Народный фронт. Народный фронт, понятно, да, коалиция. Но даже суть не в этом. Суть в том, что в этом задействована Генеральная прокуратура. Генеральную прокуратуру возглавляет кум Порошенко. Его жена является функционером БПП. Ну, связь очевидна. И суды подчиняются также Порошенко. К тому же это Печерский суд. Ну, по-моему, это очевидно. Так всех скоординировать для того, чтобы выяснить местоположение одного блогера. Да мне вас жалко просто, клоуны. Вы просто осознаете уровень администрации президента, которая идет на вот такое. Вы осознаете уровень их, уровень этих клоунов. Я думаю, что даже если Google пойдет навстречу и предоставит адрес мой, финский, хорватский, то есть итальянский, испанский, французский IP, да, и все рядом стоящие точки Wi-Fi доступа, которые также находятся на Ямайке и так далее, то я думаю, что они могут это распечатать и повесить себе на стене. А я тем временем продолжу бороться и с ксенофобией, и с шовинизмом, и с проявлениями нацизма. Господа, они пытаются давить, они пытаются пугать. Давайте будем подписываться на Анатолия Шария, чтобы показать, что этим мразям придется вычислять преступную группировку в 1,5, в 2, в 3 миллиона, в 10 миллионов человек. Эти мрази, просто вы понимаете, насколько они тупые. У меня просто слов нет. Подписывайтесь, друзья. Не бойтесь их. Они не страшные. Это просто тупые клоуны. Пока.
як остаточне прощавай. Російської імперії. Це остаточне прощавай Радянському Союзу і Російській імперії. Це остаточне прощавай. Це остаточне прощавай. Це остаточне прощавай Радянській і Російській імперії.